Летним утром сотрудники городского приюта для животных, как обычно, приехали на работу рано. Солнце уже поднялось над горизонтом, окрашивая небо мягким золотистым светом, а в воздухе витал запах свежей травы, нагретого асфальта и цветущей липы. Обычно этот час был самым тихим временем дня. До открытия дверей и прибытия посетителей оставалось еще немного, а во дворе слышались только звонки и крики птиц и лай нескольких собак, встречающих своих любимых волонтеров. Но сегодня тишина была нарушена странным зрелищем, которое ожидало работников у самых дверей приюта. Возле входа стояла аккуратная башня из пластиковых контейнеров, сложенных друг на друга. Они были прозрачными, и через их стенки можно было различить движения и силуэты животных. Сначала сотрудники не поверили своим глазам. В каждом контейнере сидел кот. Контейнеров оказалось 14. Даже самые опытные работники приюта никогда не сталкивались с подобным. На первый взгляд все выглядело аккуратно и даже продуманно. Контейнеры стояли ровно, крышки плотно закрыты, по бокам виднелись отверстия, просверленные в одинаковом порядке, чтобы животные могли дышать. От этого зрелища веяло чем-то странно организованным. Не похоже было на случайную подачку от безответственного человека. Казалось, кто-то специально все рассчитал и сделал так, чтобы животные не пострадали. Было ясно одно — котов подбросили ночью. На улице уже чувствовалась летняя жара, и сотрудники, понимая, что пластиковые контейнеры быстро нагреваются, поспешили внести их внутрь здания. В помещении приюта царила суета. Работники осторожно расставили контейнеры на длинный деревянный стол и только теперь смогли рассмотреть необычных гостей внимательнее. Все крышки были одинаковые, розового цвета, с ровными рядами небольших отверстий. Кто-то продумал даже это. Каждый контейнер был подписан тонким маркером в углу. Надписи едва читались, но можно было различить цифры от 1 до 14. Такое впечатление, будто животных не просто бросили, а передали в приют по какой-то заранее подготовленной системе. В первом контейнере сидела кошка с 2 крошечными котятами. Они прижимались к ее боку, едва шевелясь. Остальные коты выглядели взрослыми. Их возраст, по оценкам ветеринара, колебался от нескольких месяцев до 3 лет. Все они были чистыми, ухоженными, с блестящей шерстью, и только легкий запах пластика напоминал, что они провели ночь в замкнутом пространстве. Сотрудники начали по очереди выпускать животных и пересаживать их в просторные клетки с мисками воды и корма. Коты реагировали спокойно, никто не проявлял агрессии, словно они привыкли к человеческим рукам и ожидали заботы. Когда ветеринар Лиза осматривала лапы одного из котов, она вдруг заметила, что у него на передних лапках по 6 пальцев. Она удивилась, проверила следующего кота. Та же особенность. Потом еще, и у всех без исключения оказалась полидактия, редкая генетическая черта, при которой у кошек бывает лишний пальчик. Это сразу наводило на мысль, что все животные могут быть одной семьи. «Они родня», — с удивлением произнесла Лиза, когда закончила осмотр. Коллеги переглянулись. Странная находка становилась еще загадочнее. У всех кошек были похожие черты. Крупные лапы, пушистые хвосты, выразительные глаза, будто они произошли от одной линии. Кто и зачем решил привести сюда целое семейство, причем с таким вниманием к деталям, оставалось непонятно. Сотрудники просмотрели записи с камеры наблюдения, установленной на входе. К сожалению, в ту ночь камера не работала. Из-за грозы накануне вышел из строя блок питания. Но на земле возле приюта остались следы. Крупные, возможно, мужские, ведущие к воротам. Сотрудники сделали несколько снимков, надеясь, что это поможет выяснить, кто оставил животных. Тем временем коты быстро осваивались. Особенно выделялся один, большой рыжий кот с янтарными глазами. Он сразу проявил спокойствие и уверенность, будто считал себя старшим в группе. Его назвали Саймон. Он первым подошел к миске с водой, а затем лег у клетки, наблюдая за остальными. Маленькая черная кошка с белыми лапками и котятами получила имя Мия. Она оказалась невероятно ласковой и, несмотря на усталость, мурлыкала, когда волонтеры ее гладили. В течение дня сотрудники пытались составить карту, кто из животных может быть родителем кого. Путем наблюдения за поведением и схожестью окрасов они определили, что Саймон, вероятно, отец нескольких молодых котов, а Мия — их мать или старшая сестра. Вечером директор приюта Марина позвонила в местную полицию, чтобы сообщить о находке. Через час приехал участковый,
составил акт, сфотографировал контейнеры и пообещал провести проверку. Вдруг кто-то из местных разведенцев просто избавился от потомства, когда животных стало слишком много. Но чем больше сотрудники узнавали о новых подопечных, тем меньше верили, что это дело рук безответственного хозяина. У кошек были чистые уши, подстриженные когти, аккуратно подравненная шерсть. Кто-то действительно заботился о них. На следующий день Марина решила сделать публикацию в социальных сетях, рассказать о необычном случае и показать фотографии. Пост быстро разлетелся по интернету, вызвав бурю эмоций. Люди писали, что история одновременно грустная и трогательная. Ведь неизвестный, возможно, просто не мог больше содержать животных, но не бросил их на улицу, а передал туда, где им помогут. Уже через несколько дней в приют начали приезжать люди, желающие приютить розовых котов, как их окрестили в комментариях. Особенно много внимания получила Мия и ее малыши. Для котят быстро нашлись новые семьи, но саму кошку Марина решила пока оставить. Она все еще кормила малышей и нуждалась в покое. Пока приют жил своей обычной жизнью, тайна происхождения котов оставалась нераскрытой. Однако спустя неделю в приют пришло письмо без обратного адреса. Внутри находилась аккуратно сложенная записка. «Прошу вас, позаботьтесь о них. Это моя семья. Я больше не могу быть рядом, но хочу, чтобы они жили. Спасибо». Почерк был аккуратным, немного женственным. Бумага пахла полевыми цветами, словно ее хранили где-то в деревне. Никто так и не узнал, кто оставил это письмо. Работники долго обсуждали, кем могла быть эта загадочная женщина. Может, заводчица, у которой не хватило сил и средств, а может, кто-то, переезжающий и не желающий бросить своих питомцев на произвол судьбы. С тех пор минуло 2 месяца. Лето вступило в свою жаркую пору. Приют, благодаря истории о 14 котах, стал известен во всем районе. Люди начали приносить корм, игрушки и помогать финансово. Несколько телеканалов сняли сюжет о необычной находке. К моменту выхода репортажа почти все коты нашли свои новые дома, кроме Саймона и Мии. Они так подружились, что Марина не захотела их разлучать. Она оставила обоих у себя. И вскоре между ними возникла поразительная связь. Саймон ухаживал за Мией, приносил ей игрушки, ложился рядом, когда она отдыхала. Иногда сотрудники шутили, что это самая преданная пара, какую они видели. Однажды вечером Марина заметила, что Саймон смотрит на окно с таким вниманием, будто кого-то ждал. На подоконнике стоял один из тех самых контейнеров. Теперь он служил ящиком для игрушек. Марина поймала себя на мысли, что, возможно, Саймон и Мия тоже помнят ту ночь, когда их кто-то привез к приюту. Может, они чувствуют, что этот человек сделал это не из равнодушия, а из любви. Лето подходило к концу. На территории приюта зацвели подсолнухи, посаженные волонтерами. Каждый вечер, когда солнце садилось, лучи отражались в окнах и окрашивали стены золотом. Сотрудники часто собирались у вольеров, обсуждая, как странная история изменила их отношение к работе. Все понимали, что иногда даже самые загадочные поступки имеют добрые мотивы. Прошло еще несколько лет. Приют вырос и стал одним из лучших в регионе. Его назвали «Розовое солнце» в честь крышек контейнеров, в которых когда-то нашли 14 котов. Саймон и Мия доживали свой век рядом с Мариной. Каждое лето, в день, когда их впервые принесли, в приюте устраивали праздник – День доброты. Люди приходили с детьми, играли с животными и слушали историю о том, как любовь к живым существам может проявляться даже в самых неожиданных формах. Никто так и не узнал, кто спас этих котов от неизвестной судьбы. Но каждый знал, что этот человек, кем бы он ни был, подарил миру не просто животных, а целую цепочку добра, которая продолжается и сегодня. И когда на закате солнце ложилось на старые розовые крышки, бережно хранившиеся в приюте как символ начала новой жизни, все чувствовали. В этом мире все еще есть место чудесам.